В недавнем интервью каналу «Русское международное телевидение» Авдотья Смирнова призналась, что на ее супруга, главу Роснана Анатолия Чубайса, сериал о российской преступной группировке «Бригада» произвел колоссальное впечатление. Авдотья уточнила, что ее муж даже не догадывался о том, что люди во времена 90-х годов прошлого века присмыкались, а бандиты барствовали. Масштаб этой проблемы таков, что и объяснение ее, к большому сожалению, лежит на довольно глубоком уровне залегания. Далее Авдотья Смирнова подчеркнула, что о высоком уровне бандитизма в стране Чубайс никак не мог знать, поскольку по работе он не был с ним связан. Братва пожаловала. Да вот. А 3 дня в контору. Дожили. Напомню, что Чубайс работал в правительстве России именно в годы разгула бандитизма в стране с 91 по 98 годы прошлого столетия. В этот период он был министром по управлению государственным имуществом, возглавлял администрацию президента, а также был заместителем председателя правительства. А в 98 году Чубайс занял должность члена Совета директоров РАО ЕС России. Непонятно, как Чубайс оценивал результативность своей работы, не обладая информацией о реальной ситуации в стране. Поразительно, насколько вот простые вещи есть, которых как-то вот не понимает страна. Похоже, что в 90-е власть действительно жила в своем мире, а народ в своем. И только кинематограф спустя 20 лет помог им встретиться. Согласен, что это уже история, и изменить в ней ничего нельзя. Однако на ней можно учиться. В подписанном не так давно президентом страны законе о повышении пенсионного возраста содержатся гарантии, которые должны, по мнению власти, защитить права граждан предпенсионного возраста. Возможно, что этот механизм будет работать как часы, и большинство действительно не заметит никаких изменений в худшую сторону. Но вдруг что-то пойдет не так? Что нужно сделать сейчас, чтобы через 20-25 лет, как в случае с главным героем данного ролика, мы не узнали, что члены правительства даже не догадывались, что граждане предпенсионного возраста все же пострадали от пенсионной реформы. Людей вокруг мало, работать не с кем, оттого и бардак в стране. Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нем я виноват? Это все от той гниди, что наверху. Чтобы не допустить этого, а главное избежать последствий возможного незнания, мы просто не можем оставаться безучастны. Но как минимум, думаю, что мы можем начать делиться информацией обо всех случаях сбоя работы системы. Нет, не с Чубайсом, друг с другом, СМИ, властью, правоохранительными органами. Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы? Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать. Кроме того, нужно учитывать главный принцип современного общества. Не запостил, значит не было. Возможно, что не было бы фильма «Бригада», так Чубайс бы и так никогда и не узнал, как жила страна в период его работы во власти. Ты здесь не прокурор. Здесь реально медведь не прокурор. Понял? Друзья, с одной стороны, было бы, конечно, прекрасно жить без соцсетей и интернета. А с другой стороны, в этом случае можно сильно отстать от жизни. Все должно быть в меру. Это касается и информации. Нужно искать, что-то вроде золотой середины, чтобы не быть зависимым от интернета и в то же время быть в курсе самых важных новостей. Оптимальный вариант – это подписаться на канал «Обо всем с юмором». Что-то вам точно будет интересно и полезно. Спасибо за внимание, всем удачи, пока.